Добрый день, мои любимые близнецы! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на февраль 2024 года. Ну что, мои дорогие, присаживайтесь, будем разбираться, каким будет этот месяц. Ну что, дорогие близнецы, месяц будет для вас месяцем испытания множества эмоций, действий, проверка себя, я бы это так сказала, потому что ваш управитель Меркурий будет как белочка, я бы так сказала, да. До 5 числа он будет еще в Козероге, то есть здесь будет ощущение еще хоть некой такой стабильности, хоть некого такого движения, хоть оно будет очень активно, Меркурий будет в соединении с Марсом, и эта энергия, конечно же, будет либо вас распылять, либо вас, если вы, конечно, такой земной близнец, да, ваше Солнце находится в каком-нибудь 10-м доме, в 6-м или же во 2-м доме, да, то тогда это будет для вас продуктивное время, продуктивный момент, когда вы будете активно действовать, активно внедрять в жизнь все, что вам хочется. В воздушных, конечно же, знаках, домах, да, воздушных домах будет ощущение, что энергия распыляется, да, поэтому, ребята, здесь соберитесь, потому что есть время активно поучаствовать в своей жизни и внедрить как можно больше. Несмотря на то, что события будут абсолютно разные на мировом фоне, захочется прям-таки, я бы сказала, убежать от всего, но это прекрасное время как раз-таки для роста, для того, чтобы попробовать все. Да, 6 февраля Меркурий переходит из Козерога в Водолей, и здесь, конечно, перед вами откроется множество возможностей. Плюс еще не забываем, он делает этот переход в соединении с Плутоном. И здесь, конечно же, много силы, множество эмоций и действий, направленных на то, что вы хотите чего-то достичь, чего-то добиться. Ну и здесь прекрасно понимаете, что вы будете в себе проецировать в жизни, да, и куда вы будете идти. Если же плана у вас по жизни нет, то энергия будет такая, распылять. Если же у вас план, я бы так сказала, громадный, то на этих эмоциях самое то действовать, да. Несмотря на то, что уходящий лунный цикл, вы спокойно приступайте к своим действиям, Плутон будет продвигать вперед, будет давать как раз-таки ту силу, те эмоции, те возможности, да, для того, чтобы начать и не бросить. Я бы так сказала, будет держать в тисках, но это, наоборот, не всем понравится, я так хочу сказать, да, поэтому здесь будет момент остановиться на том, что вам нравится, словить этот момент, я бы так сказала, даже некой своей не то что удачи, да, хотя с удачей будет сложновато. Меркурий будет в квадратуре с Юпитером с 10 февраля, и здесь, пожалуйста, на удачу не надейтесь, потому что есть вариант своими силами и усердием испортить репутацию. Он будет у вас кипеть очень много негативно напряженных моментов, все, что раньше не получилось, не срослось. 10 февраля у нас еще и новолуние, открывается новый лунный цикл. И я бы так сказала, что воля будет немножко слаба, поэтому можно будет, конечно, ляпнуть совершенно все, что угодно, и о чем потом будете сожалеть. И настроение это продлится не так уж и долго, и уже с 15 февраля можно спокойно заниматься теми задачами, которые хочется, решать те вопросики, которые не получались ранее, а ранее, если не получалась та же самая реклама, пиар, обучение, поездки, передвижения, уже с 15 февраля можете все прекрасно заниматься, делать, уже особо сильно напрягаться не надо, будет, я так скажу, налегке получаться, как это сейчас любят и принято говорить, с легкостью, да, но так вот, с 20 февраля
Конечно же, будет такой момент, что Меркурий станет в квадратуру с Ураном, и здесь, конечно, весь спектр эмоций, когда будут не срастаться договоренности, будут рушиться планы, происходить неординарные, нестандартные истории в жизни, но хочу так сказать, что на этом аспекте очень даже хорошо заниматься какой-нибудь сложной деятельностью. Там работа в IT, коммуникации, именно там, где необходимо решать задачи такие достаточно сложные, обучение сложное, там, например, математическое какое-нибудь, да, то есть осваивать дисциплину, точную науку, здесь получится совершенно очень классно, прекрасно, языки, в том числе тоже зададут в прямом смысле заняться той деятельностью, где необходимо сломать голову, да, потому что это квадратура с Меркурием и Урана с Меркурием, и Уран как раз будет бить свой знак Водолея, да, поэтому прекрасно здесь ломать голову на этом аспекте, это 20 и начало 20-х чисел февраля, ну и с 25 февраля у нас, вот, знаете, вот не совру, у нас Меркурий будет в соединении с Солнцем, в соединении с Сатурном, и здесь такая комбинация, это вообще-то полнолуние будет у нас, комбинация очень активная, яркая, мощная, да, это у нас будет с вами полнолуние в Деве, сложное, сухое, эмоциональное в том числе, которое заставит потрудиться. При этом в этот день прекрасно, вообще окончание февраля, прекрасное время для того, чтобы заниматься сложными проектами, на этом же и пиариться, на этом же и создавать, на этих же моментах действовать в глобальном мировом масштабе в том числе. В работе получится именно во второй половине февраля, да. Первая половина такая будет немножко шатко-валко. Еще здесь не забываем, что в конце января развернулся Уран, и он только начинает разгоняться в начале первую-вторую неделю февраля, поэтому здесь понимаете, что еще энергия, эмоции будут немножко такие подвисшие, а, конечно же, со второй половины февраля начнется активная динамика движения, жизнь, яркость, я бы сказала, даже с нового лунного цикла, с 10 февраля, и здесь понимаете, отслеживайте, что вы хотите внедрить в работе, что вы хотите сделать, что вы давно хотели сделать, потому что, напоминаю, мои дорогие близнецы, февраль – это месяц активных действий, февраль – это месяц, когда необходимо браться за свою жизнь, за свое будущее, потому что кто смотрел годовой прогноз, молодцы, кто не смотрел, в конце видео обязательно прикреплю ролик «Гороскоп для близнецов на 24 год», рассказала, что год для вас будет очень даже удачным, большая часть года будет просто классная и потрясающая, но при этом, ребят, необходимо приложить достаточно усилий, и весна – это время, когда необходимо эти усилия как раз-таки приложить, как раз-таки начать делать для того, чтобы потом быть вот на такой волне, потому что в конце года все будет делаться гораздо сложнее. Это если коротенько. А сейчас перейдем на любовную сферу. Ой, близнецы, знаю, что вы любите неопределенность, знаю, что вы любите отсутствие ответственности, любите погулять, расслабиться и вообще ничего такого сложного с точки зрения любви не решать. Но, ребята, да, грядет время. Время идет, стремительно бежит, и здесь, конечно, необходимо своей личной жизнью тоже заниматься, потому что ваша задача глобальная, такая близнецовская, о ней вы, кстати, вспомните, о вашей глобальной задаче близнецовской в марте месяце. И здесь, понимаете, мои славные, любимые близнецы, что... Ну, задача-то не просто по жизни Фигаро там, Фигаро здесь, а в отношениях, в энергообмене в этом отношении, в коммуникации этих отношений, да, и если у вас личной жизни нет, то в феврале классно было бы обзавестись, да. Для вас это месяц,
когда вы можете максимально классно и гармонично построить контакт, у вас будет получаться договариваться, крутить романы, назначать свидания, гулять, расслабляться на этих свиданиях. То есть прекрасное время для любви. Если же вы уже партнерские близнецы, то есть вы в паре, вы в браке, у вас семья, дети, вспомните, что вы еще не просто семейные люди, что у вас еще есть, ну, как партнер, партнерша, да, и здесь, конечно же, старайтесь еще раз вот этот вот дух счастья, новизны, радости привнести в свои отношения, я бы так сказала, обновиться, да, то есть вспомнить молодость, как вы когда-то ходили на свидания, встречались, потому что вам как раз-таки необходимы вот эти эмоции, которые вас расслабляют. Расслабляют вас, естественно, однообразие ни в коем случае вас не расслабляет, да, поэтому разнообразьте свою любовную сферу, семейные отношения, наведите как раз-таки этот контакт, сходите куда-то вместе, поменяйте картинку, сходите в театр, в кино, на концерт, для того, чтобы вот энергия вот так загуляла, добавьте больше воздуха, вот душное вот это вот все убрать, да, оденьте что-то новое, что-то красивое, что-то нарядное, почувствуйте себя по-новому, по-другому. Необходимо новизна в отношениях обновиться, потому что зима была сложная, весна будет очень быстрой и незаметной, и необходимо вносить вот это новшество для того, чтобы этот год прошел как-то легче, как-то ярче, как-то интереснее, да, и февраль месяц как раз-таки для вот этой новизны в отношениях. Я не скажу вам, что начнется у вас какая-то история с расставаниями, и нужно расстаться, захочется хлопнуть двери. Ну, если, конечно, вам захочется на каком-то аспекте, да, вообще месяц способствует тому, чтобы урегулировать конфликты внутри отношений. Поэтому урегулируйте конфликты, делайте это мягко, делайте это гармонично, не спорьте, не ругайтесь, не портите ни в коем случае отношения, а делайте все для того, чтобы ваша личная жизнь только шла в гору. Потому что, знаете, близнецы, ваша такая основная задача, кармическая задача в этом году, вообще в принципе по жизни, да, и я желаю, чтобы в этом году вы свою кармическую задачу решили. Ну, те, кому это очень надо, тех, у кого как раз разворот узлов, им очень надо, да, тех, у кого еще время не подошло, у вас еще терпит. Но если, как говорится, откликается, вы тоже можете заняться. Так вот, дорогие близнецы, ваша такая кармическая задача по жизни – это иметь классные, гармоничные именно любовные отношения. Если это отношения, которые официальный брак, это вообще прекрасно, потому что для близнецов эта сфера, наивысшая сфера сложности, я бы так сказала, в этом мире, потому что близнецы любят вот такую ветреность, поверхностность, туда-сюда, куда ветер, как говорится, унес, там и близнецы. Поэтому здесь остановитесь, заземлитесь, подумайте над своими отношениями, потому что именно от этих отношений будет и зависеть ваша карьера в том числе, потому что мы всегда в отношениях растем. И то, как часто вы меняете работу, конечно же, стоит задуматься и над вашими отношениями, что вам в них не нравится и где же вы сами не дорабатываете. Да, вот такая интересная философия, и я надеюсь, вы понимаете, насколько это для вас важно, потому что мне всегда близнецы приходят и говорят, ну ладно, в отношения, ушел в этот трамвай, придет следующий, но так придет точно такой же трамвай, он даже выглядеть будет примерно плюс-минус одинаково, те же самые повадки, поэтому, ну, зачем менять трамвай, когда можно уже начать разбираться здесь и расти вместе. Вот такая интересная история, дорогие близнецы. И я желаю, чтобы вы в феврале все-таки нашли время на свою личную жизнь. Она подарит много ярких и приятных моментов. Извлекете очень много пользы для себя, для развития. Но, конечно же, этим необходимо заниматься. Личная жизнь или любовь – это такая же сфера нашей жизни, как наше хобби, как работа, как наши друзья. То есть это то самое, на что нужно тратить время, да, и даже деньги иногда. Поэтому, дорогие мои, думайте о том, что наполняет вашу жизнь, и растите в этом, растите вместе с этим. Не обязательно все бросать для того, чтобы расти одному.
Итак, дорогие близнецы, это был ваш гороскоп на февраль 2024 года. И я не скажу, что месяц очень сложный, но однозначно нелегкий. Это месяц, в котором необходимо прям реально все разложить по полочкам, распланировать, что вы хотите сделать, что вы хотите внедрить в этом году, где вы хотите реализоваться, где вы хотите, какую сферу своей жизни вы хотите подтянуть. Я бы, конечно же, на кон поставила все сферы вашей жизни и начала бы заниматься всеми, да, но первое, естественно, это личная жизнь, это отношения, от этого начнет видоизменяться сразу же ваша работа. В работе тоже будет очень много классных, интересных новых моментов, которые вы тоже можете урегулировать, договориться, продвинуть, запустить проект, реализоваться там, где вы раньше не получалось реализоваться. Не скажу, что прекрасный месяц для смены работы, но это все индивидуально. Понимаете, что на планете около 700-800 миллионов близнецов, и здесь, конечно же, понимаете, что у всех одинаковый гороскоп-то не может быть, да, ребята, это общую тенденцию я рассказываю. Кому-то, наоборот, архи нужно сменить работу в этом году для того, чтобы понять, или кому-то необходимо остаться без работы для того, чтобы наконец-то начать действовать, потому что, все остальное не получалось и до человека не доходило, да. И иногда бывает такое, что необходимо остаться без партнера или без работы, или остаться, вот как там принято считать, на дне, когда ничего нет, для того, чтобы получить самый потом лучший год своей жизни. Да, на самом деле для близнецов это будет классный, интересный год, поэтому, дорогие близнецы, действуйте. Заканчивается такая зимняя спячка, сложный момент для вас, тяжелый, скучный январь, и начинается февраль, динамичный, интересный и активный месяц. И то от того, как вы будете в этом месяце двигаться, развиваться и ускоряться, будет, естественно, зависеть ваша жизнь. Поэтому медлите я бы вам не посоветовала. Я бы посоветовала бы вам, конечно же, действовать. И здесь, конечно же, многим нужно понимать, от чего вы действуете, куда вы идете, куда вы стремитесь и зачем. Так вот, нужно понимать, кто вы, дорогие близнецы. Поэтому те, кто, как говорится, знает, что ему делать, действуйте. Те, кто не знает, кто он, запутался и не знает вообще про что, оставляйте в комментариях дату, время, место своего рождения и ваш вопрос, который вы хотите выяснить в этом месяце. А если же вы вообще не знаете, кто вы, про что вы, запутались, куда вы идете. В описании канала есть ссылочка на сайт, записывайтесь на консультацию, будем быстро разбираться, кто вы, зачем вы пришли в эту жизнь, что вы на самом деле хотите, именно какой вы близнец и какой вы близнец по жизни и каким хотите стать. Ребят, это было все про близнецов на февраль 2024 года. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я буду радовать новыми роликами. Да. И по классике в конце актуальное видео, на которое вы можете опереться и принять верное решение для себя. Ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели до конца. И увидимся с вами в следующих роликах. Пока-пока.